Всем привет, с вами Андер, ваш гид в мире симрейсинга, и в этом видео я расскажу вам про самый стильный, на мой взгляд, батонбокс CSE Lesmo. Первые впечатления всегда начинаются с распаковки, так что сразу же к ней. И уже на этом этапе я хочу кинуть пару плюсов в сторону производителя Custom Sim Racing Engineering за их упаковку. Она брендирована, интересно открывается, а что самое важное, девайс бережно упакован. Настолько бережно, что вы можете видеть все эти пупырки. Плюс специальный чехол. А в нем батонбокс, который упакован в специальную пленку. Это ли не сказка? В комплекте идут наклейки для того, чтобы вы не забыли, на что назначили свои кнопки, и два болтика для установки. Да-да, всего два болтика для того, чтобы установить этот батонбокс, и не нужно никаких специальных креплений. А сам батонбокс оснащен 2-метровым тканевым кабелем, несъемным, к сожалению, и кнопкой включения. CSE Lesmo имеет на борту одну кнопку пуска с фирменной LED-индикацией, один тумблер с защищенной красной откидной крышкой, 3 энкодера с функцией нажатия, ряд с 4 тумблерами и 8 кнопок. И, кстати, на задней части устройства тоже карбон. Установка устройства происходит совершенно безболезненно. Вам всего лишь нужно открутить два болтика с вашей лучшей ременной базы в мире Club Sport и, подогнав девайс, закрутить их обратно. Мне комплектные болтики не понадобились, так как они оказались слишком длинные, и я боялся повредить что-то внутри базы. Карбоновая пластина /крепление /корпус держит все намертво, и даже при нажатии никакого ощутимого хода у конструкций нету. Батонбокс полностью, что называется, plug and play, так что однажды протянув провод к своему ПК, вам уже сразу же доступен весь функционал, а благодаря кнопке включения вы можете забыть про провод. Я пользуюсь CSE Lesmo уже около полугода и не могу представить свой риг без этого устройства. Оно решило ряд моих проблем за одно движение, а именно, слева от базы у меня закреплен на специальном громоздком креплении не менее громоздкий железный батонбокс от DimSim, и правая сторона базы пустовала, а крепление для еще одного батонбокса не предусматривалось производителем моего кокпита, так что мне нужно было что-то легкое, но в то же время функциональное и надежное. Вдобавок, после того, как я установил карбоновые лепестки на свой Club Sport Universal Hub, мне захотелось добавить еще больше карбона в свой риг. Как же мне повезло, что на минуточку бывший инженер Формулы-1 решился заняться собственным производством и даже собрал команду для этого дела. Большое спасибо Custom Sim Engineering за предоставленный девайс. Ссылку на продавца я закреплю в комментарии, если вы вдруг захотите приобрести себе такой же или другой из их линейки батонбоксов для Fanatec. Кстати, CSE постоянно развиваются и собираются в будущем добавлять линейки для баз других производителей, так что информация актуальна не только для владельцев Fanatec. Ну а с вами был Андер, спасибо за просмотр, если понравился формат, пишите об этом в комментариях, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь, увидимся в следующем видео.